Привет! Сегодня еженедельный просмотр моих работ. Здесь кое-что из того, что я не показывала. Здесь работ мало. Это была такая идея, когда я уже стало жарко, меньше выхожу сейчас на пленэр. У меня осталось много фотографий с мест, которые я писала, которые я уже прочувствовала. И мне хотелось вернуться к этим фотографиям и посмотреть, пересмотреть их с мыслью, а что же там зацепило меня, и могу ли я использовать это как такой лаконичный стих, как хоку, для того, чтобы преподнести основную идею того, что есть в этом пейзаже. Вот, например, здесь был ряд лавочек, и я выделила одну, чтобы она была у меня на переднем плане. Эти пальмы, мимо них я ходила очень много раз, прежде чем я вышла туда на пленэр. Это для меня, конечно, было большим событием, потому что я себя неудобно чувствую на улице, когда пишу. А дома, в домашних условиях, конечно, все гораздо проще, есть больше времени думать, и не так жалко времени, потому что когда ты пишешь на пленэре, ты не можешь написать одну пальму, одну лавочку, как будто вот не хватает тебе, как жалко времени на это. А дома совсем все по-другому. Здесь у меня цветовая гамма повторяется, это все работы с теплым и холодным. Каким теплым, каким холодным, я могу рассказать потом в другом видео. Если вам будет интересно, напишите мне об этом, я сниму дополнительное видео. Работа здесь в ритме и в композиции. Есть пространство, есть такая дымка, которая внутрь горизонту уводит. Здесь, конечно же, в этом пейзаже было очень много деталей. Сзади были дома, здесь были кусты, здесь было много машин. Мне нужно было от всего этого избавиться для того, чтобы показать самый интерес большой. Что мне там понравилось, вот этот блеск на машине, например, вот эти пушистые кусты и знак. Ну, знак, конечно же, он не стоял под таким наклоном. Я всегда наклоняю вертикали для того, чтобы, как-то играть с ритмом. В одном YouTube видео было такое небольшое здание, как будто это забор-домик и сверху еще пристройка. Мне очень понравился этот сюжет. Это, видите, как графика. Еще я этот сюжет делала такой более живописный. Сейчас я вам его покажу для сравнения. Так. Здесь у меня больше пространства. Чтобы дойти до такой графики, мне понадобилось вот раз, два на три. Это было последний из продуманного. Это не общий сюжет, это один и тот же сюжет, одна и та же точка, с которой я это все вижу. И по-разному столбы распределила, по-разному ритм. И точку входа в композицию здесь, например, тень впереди. Но она не темнее, чем этот дом, потому что мне важно было сделать дом главным героем, а все остальное второстепенным. Не знаю, вот вы скажите, какой из этих трех вам больше всего нравится. Это как я дошла, и это был моим последним вариантом, именно графический вариант, такой менее живописный, этот. Ну вот что вы скажете? 1, 2, 3. Я все пытаюсь прощупать вот эту тонкую грань между графикой и живописью.
Здесь нет цветов по сути, здесь только два цвета. И идет игра темного и светлого, на темном фоне светлые кустики там сухие. Уже у нас, кстати, сухоцветы, везде уже цветов нет. Уже земля выжжена, все, что не поливается, все уже давно выцвело и завяло. Небо темнее, чем вот эти. Это мешанина впереди, и она на переднем плане. Мы входим через вот это и видим остальное. Тоже один из сюжетов, где я писала этюд полноцветный, потом вернулась к фотографии, продумать ее. Вот этот блеск машин, освещенных солнцем, они прям вот мерцали. Еще когда теплый воздух к горизонту начинает плыть, знаете, такие, как мираж, смотрится в глубину. И создается ощущение, что этот свет, он мерцает на машинах. Ну и краны. Краны это очень, я считаю, красиво и ритмично в пейзаже. Такой сюжет, который я тоже писала не раз. Здесь очень напоминает кусок зиму. Правда же? Когда написала, ахнула. Такая ассоциация с припорошенными растениями зимой. Хотя тут совершенно ничего общего с этим нет в пейзаже. Какой тут снег? Дай бог, чтобы зимой было холодно. Тоже один из моих сюжетов, которые я писала на пленэре. Здесь бы я сделала еще потемнее все-таки небо, потому что это сильно путает. То есть или полностью графика, меньше живописных эффектов, каких-то разводов. Лаконично закрыть вот эти пятна. Надо было. Все время есть о чем подумать, и задним числом я придумываю, как бы было лучше. Потом я вернулась снова с этой цветовой гаммой к сюжету, когда мы с семьей ездим на пикник. Дочка сидела в палатке. Была замечательная идиллия, каждый занят своим делом. Я рисовала вдалеке, успела ее сфотографировать. Но не получилось вот чего-то лаконичного и четкого, как вот в таких вот вещах. Но тем не менее хотелось использовать этот набор холодного и теплого, вот эту цветовую гамму. Спасибо за ваше внимание, оно очень ценно для меня. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь. Я выхожу с новыми видео, выпускаю их каждую неделю. До свидания.